Стив Гэбри – единоличный создатель Sally Face, а также человек, приложивший руку к таким проектам, как Crowman and Wolfboy и готовящийся к выходу Immure. Если вы знакомы хотя бы с какой-то из этих игр, то можете составить представление о мрачной, но в то же время интригующей и местами вселяющей надежду атмосфере этих проектов. Так вот, в ожидании выхода заключения Sally и Immure мне захотелось лучше узнать Стива и узнать, какие книги и авторы ему нравятся. Наиболее сильное влияние на Стива оказало произведение «Ублюдок из Каролины». Он читал его еще будучи в университете, в один из мрачных периодов своей жизни. К сожалению, на русском языке ни на полках в магазинах, ни в интернете книгу найти не удалось, поэтому подробнее затрагивать ее мы не будем. Следующими идут рассказы Эдгара Аллана По. Вот уж кто мастер гнетущей атмосферы. На самом деле, до недавнего времени я знала у него только знаменитого Ворона и рассказ «Сердце-обличитель». Последний занимает несколько, может десяток страниц, но при этом цепляет и оставляет внутри смешанное интригующее чувство. Насколько я могу судить, если вам понравится упомянутый рассказ, смело пробуйте другие его произведения, особенно если любите небольшие по объему рассказы. Меня вот такие вещи сбивают с толку, особенно если хочется посмаковать послевкусие. А потому, интересное совпадение, буквально за неделю до разговора со Стивом, я заказала единственный законченный роман Эдгара По «Приключения Артура Гордона Пима из Нантакета». Краткие описания сбивали меня с толку. Мало что было понятно, но, открыв книгу, я просто не могла оторваться. Во-первых, чтобы вы понимали, в ней чуть более 300 страниц, и я прочитала ее за 3 дня, потому что даже отвлекаясь, помнила, что там интрига. Во-вторых, книга очень легко читается. Наверное, если заглянуть в школьные времена, я могу отчасти сравнить части повествования с Робинзоном Крузо или Детьми капитана Гранта. Но, наверное, чтобы не просто петь дифирамбы, я немного расскажу, о чем книга, умолчав о ее концовке. Так вот, роман повествует об Артуре Пиме, юноше, вдохновленном рассказами своего друга и возжелавшем отправиться с ним в путешествие. Так как его семья против этой затеи, составляется план. Друг главного героя Август подготовит ему местечко на корабле, в трюме. Тот там спрячется, а когда они достаточно отплывут от города, дабы капитан, отец Августа, не решил развернуть корабль, узнав о беглеце, Артур сможет показаться экипажу. Сперва все идет как по маслу. Артур устраивается в трюме, Август оставляет ему запас еды, так как не может навещать его часто, и корабль отправляется в путь. Герой располагается в одном из ящиков и несколько дней ни о чем не переживает. Однако спустя какое-то время он ловит себя на том, что спит долго и как в бреду. В трюме недостает кислорода и притом чем-то разит. Провиант постепенно заканчивается, а друг не появляется длительное время, хотя по идее уже и сам Артур мог бы показаться команде. Проснувшись после очередного лихорадочного сна, Артур обнаруживает, что он не один. К его и моему удивлению, на борту оказывается обожаемый им пес, тигр. А позже герой обнаруживает на собаке записку, однако из-за того, что от свечей осталась лишь капля материала, у него мгновение, чтобы разглядеть написанное, и он ничего не видит. Порвав записку, догадавшись, что, возможно, текст был на ее обратной стороне и кое-как вновь ее освещая, герой видит следующие слова. «Кровью. Твоя жизнь зависит от того, чтобы быть в скрытости». Он отчаивается. Проходит еще время, и у них с псом не остается припасов, а воздух становится все приторнее. И тигр, да, который собака, в один момент бросается на героя. Тому в конечном счете удается запереть животное в ящике, и сам Артур во тьме кое-как подбирается к выходу, где по крайней мере легче дышать. Но, увы и ах, сам герой выйти наверх не может. Ход, через который он туда попал, оказывается прижат чем-то очень тяжелым. В конечном счете Август появляется, но известие у него печальное. На корабле случился бунт. Из тех, кто не был к нему причастен, совсем немногие остались в живых. И если вы думаете, что я перескажу вам весь сюжет, нет. Все описанное составляет где-то 5-ю часть книги, и дальше события будут не менее интересными. Как герои будут выпутываться из создавшейся ситуации? Во сколько еще передряг попадут? Ну, нас ждет попытка сговора, ночной шанс, предоставленный благодаря смекалке героев, шторм, выживание в открытом море и все его ужасы, от банальнейшего голода и ухудшения состояния раны без должного ухода до столкновения с упертыми акулами, не желающими упускать лакомый кусочек.
Здесь будет и свет надежды, иллюзорный, жестокий, потому что быть настолько близкими к спасению, упустить его замешкавшись и спустя минуту увидеть и осознать, что это был лишь еще один оплот погибели, быть может даже хуже, чем ваш нынешний, это не те переживания, которые можно сколько-то адекватно переварить, находясь на обломках корабля в открытом море несколько недель. О, дойдет и до страшных, действительно отчаянных мыслей и решений, до каннибальского жребия, ну а после, даже если за всем этим последует спасение, героев ждет не менее трагическое путешествие в Арктику, остров туземцев и... В общем, это действительно сложно рассказать в 2 словах, охватив весь сюжет и передав все те эмоции, которые можно испытать. Поэтому я вновь вернусь к личным ощущениям. Как я уже сказала, книга читается залпом. Даже в тех местах, где из сухого описания, как у «Злоключений в трюме», например, не видно динамики, она там есть. Я вместе с героем задавалась вопросами, почему не появляется его друг, как на борту оказалась собака и не спятил ли он. Я вместе с ним была на перевернувшемся судне и мысленно умоляла остальных не поддаваться неизбежным и страшным мыслям. Что занятно, в книге присутствуют местами довольно подробные описания того, как функционирует корабль и груз. Встречаются вкрапления каких-то исторических фактов и описания живности. И я, отлично помнившая, как любила такое пролистывать в школе, здесь почему-то, охватив даже полстранички, не хотела пропускать. Это действительно заслуживает внимания. Скажем так, если вы любите более-менее серьезную литературу, из которой можно вынести импонирующие вам или просто заставляющие задуматься мысли, я бы тоже советовала эту книгу. Да, она читается легко, да, я для себя отметила карандашом всего одну цитату, но это одна из тех книг, которая цепляет своей атмосферой. Могу сравнить по ощущениям с летним утром, летней ночью от Брэдбери, где вот вроде все хотелось взять карандаш в руки, да только что именно выделять ты не знаешь, а после прочтения внутри остается вот это само ощущение книги, и ты понимаешь, что это было не пустое чтение. И вот это самое ощущение, упорство и жажда жизни Пима, его жизнь со страниц, оно цепляет, становится и твоей жизнью, и это действительно дорогого стоит. Ну и на этом не все. Те годы, когда роман оценили, уже после смерти По, не стихали споры о его концовке. И в конце концов некто, возможно знакомый нам по школьной программе, взялся написать продолжение. Речь идет о романе Жюля Верна «Ледяной сфинкс». Начало произведения может смутить тем, что читатель, наблюдая за главным героем, может прийти в недоумение от того, как тот какое-то время не видит вполне очевидную вещь. В остальном же роман, так же как его предшественник, увлекает, пусть и по ходу его развития напряженность ощущается меньше. Если вам понравились приключения Артура Гордона Пима, прочитать определенно стоит. В книге есть свои сюжетные сюрпризы. Могу отметить, что был момент, который своей логикой затрагивает оригинал, и он вызывает определенные вопросы у внимательного читателя. Но опять же, стоит сделать скидку на то, что продолжение написано другим автором. Третьим автором, которого назвал Стив, был Говард Филлипс Лавкрафт. Примечательно, что он сам вдохновлялся произведениями По и даже обращается к Артуру Пиму в «Хребтах безумия». Мне удалось познакомиться со сборником из 7 рассказов, и, скажем так, ощущения у меня смешанные. Большая их часть развивается по одному сценарию. Главный герой полез куда не следовало, несмотря на опасения или слухи, произошла встреча с неизведанным, он оставляет свои записи об этом, не единожды акцентируя внимание на том, что он бы с радостью этого не делал, и ему жутко. В коротеньких рассказах уже ко второму приходит понимание, что автор просто не успевает тебя зацепить, заставить проникнуться персонажем и, как следствие, сопереживать ему. На тех, что объемом побольше, я остановлюсь подробнее, тем более, что среди них меня смутил лишь один. Итак, «Зов Ктулху» – один из самых знаменитых рассказов. Первые строки уже вызывают мысленную солидарность. Величайшее милосердие мироздания, на мой взгляд, заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что наш мир в себя включает. Мы обитаем на спокойном островке невежества посреди темного моря бескрайних знаний, и вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых уводит в своем направлении, пока что причиняют нам не очень много вреда. Но однажды объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такой ужасающий вид на реальную действительность, что мы либо потеряем рассудок от этого откровения, либо постараемся укрыться от губительного просветления под покровом нового средневековья. Нас знакомят с главным героем, которому неожиданно скончавшийся дед, бывший профессором, оставляет свои архивы. Он находит странный барельеф и, прежде чем делать выводы, решает пообщаться со скульптором, его создавшим.
То, что мы узнаем, не укладывается в привычную логику, но в данном случае, кроме как поверив в мистику, происходящее объяснить нельзя. Дальше нас знакомят с инспектором полиции, который на одну из профессорских конференций привез весьма странную и омерзительную фигурку, происхождение которой заинтересовало многих присутствующих ученых. Однако дать какую-то зацепку смог только один, и благодаря ей инспектору удается продолжить распутывать этот клубок. Третьим источником для главного героя становится заметка о найденной в море брошенной яхте с единственным выжившим. Среди газетных вывесок, собираемых дедом, таковой не было. В конце концов, главному герою удается сложить ужасающую картину происходящего. Ну а будут ли у этого последствия? Как знать. Мне понравилась детективная составляющая. Автору удается постепенно раскрывать кусочки пазла с разных сторон картинки, поэтому данный рассказ я однозначно советую прочитать. Хотя бы для того, чтобы иметь представление о том, за что Лавкрафта зовут классикой. Дальше идет данвичский ужас. История о деревенской семье, породнившейся с отвратительным божеством, вырвавшимся на свободу, и о профессоре, который со своими коллегами взялся ему противостоять. Нагнетание идет постепенно. Наше мнение о героях рассказа меняется по ходу повествования, и просадок в нем нет. Так что этот рассказ я тоже рекомендую. Хребты безумия. Насколько я могу судить, не менее популярен, чем Зов Ктулху. Я была весьма вдохновлена, зная, что там будет упоминание Артура Гордона Пима, и что сами Frictional Games отчасти вдохновлялись этим рассказом и творчеством Лавкрафта в целом при создании серии игр Пенумбра. Однако проникнуться произведением я не смогла. Во-первых, оно показалось мне затянутым. Начало еще ничего, а дальше присутствует множество, как по мне, ненужных описаний и почти слово в слово повторяющихся фраз о том, как герой пересиливает себя, рассказывая все это. Против своей воли начинаю я. Мы не стали бы рассказывать. Мы не договаривались с самого главного переживания. Я и теперь бы не стал ворошить прошлое. Поэтому я снимаю трудно себя вернуться даже молчания. мысленно владеть Придется мне превозмочь отвращение и брезгливость. Теперь же должен выполнить свой тягостный долг. Я приближаюсь к тому месту в своем рассказе, где мне хотелось бы. Искушение очень велико. Тут меня опять тянет замолчать рассказ. Или хотя бы частично слова сбивают у меня на губах. Буду предельно откровенным. Хотя откровенность дается мне с большим трудом. Во-вторых, часто звучат слова о том, что было то, что недоступно человеческому воображению. И все, у меня происходит затык. Все это затягивает рассказ и сбивает динамику, и если вначале мне было интересно, то дочитывала я уже через силу. Ну, видели не там что-то, ну и ладно. Я бы не назвала себя читателем нетерпеливым, но если сравнить Лавкрафта с тем же По, второй умеет нагнетать куда лучше. Там за несколько страниц начинаешь рвано дышать вместе с героем. В общем, в итоге порадовали меня в рассказе только отсылки к По. Задумка интересная, но если вы не любите затянутость, а пролистывать не хотите, то я бы советовала пройти мимо. К Тени над Инсмутом я приступала в смятении. По сути, это был завершающий рассказ, который сформирует мое мнение о сборнике. По объему он чуть меньше хребтов, и у меня были опасения, что и здесь будет присутствовать некая затянутость. Опасения не оправдались. Неспешно начавшийся рассказ с каждой страницы набирает динамику, то тут, то там оставляя легкие намеки на дальнейшие события. Страшная история города, рассказанная тем, кто еще будучи ребенком видел, как его по сути своей продали, желая обогатиться, и хорошо прописанная попытка бегства во имя спасения жизни главного героя. Все это заставляет серьезно задуматься о том, чтобы почитать и другие произведения автора. Если подытожить. Коротенькие рассказы по 10-20 страниц хороши, если их рассматривать как введение в мифологию, которая так или иначе будет затрагиваться в более крупных произведениях. Рассказы большего объема хороши, если не считать некую затянутость и самоповторы в хребтах. Лично мне они никак не помогали проникнуться страхом и восхищением героев, лишь раздражали. Однако там, где этого не было, я вместе с персонажами, затаив дыхание и лежав руки в кулаки, наблюдала за происходящим. Повторюсь, чтобы понимать, почему это уже считается классикой и почему из этих произведений черпают вдохновение, прочитать хотя бы несколько произведений Лавкрафта определенно стоит. В целом я осталась довольна прочитанными произведениями. Между ними и творчеством Стива сложно провести явные параллели, они будут скорее чувственными, чем сколько-то ассоциативными. Однако едва ли это можно записать в минус. Тем интереснее ждать сюжетных поворотов в играх, в то время как те, кто хочет еще разок прочувствовать напряжение, интригу и гнет атмосферы, могут обратиться к приведенным видеокнигам. На этом все. Читайте хорошие книги, любите игры и помните, если вам не нравится произведение, вы просто не нашли своего автора. Всем пока!